Приветики всем большой, напишите, как меня слышно, как видно. Вроде бы я включилась, все нормально. Сегодня мы с вами плетем корзиночку в виде сердца. Вот такое донышко у нас готово. И сегодня будем плести стенки. Как я плела вот это донышко? Вообще я использовала второй вариант плетения дна. Он есть по ссылке в описании под трансляцией. Значит, здесь я даже еще упростила. Смотрите, я сплела круг, потом я, значит, вот здесь вот остановилась. У меня получается вот эта трубочка, я ее не наращивала посередине, я трубочки не наращивала, я взяла те, которые у меня от донышка идут. И я пошла, сделала виток здесь, пошла дальше сюда и уже повернула обратно, потом еще повернула, проплела вот так вот. То есть укороченные ряды, у меня два ряда было, здесь укороченные и вот здесь укороченные. Потом я прошлась еще по кругу и добавила уже дополнительные стоечки здесь. Вот все вот так вот прошла. Далее еще раз пошла, и вот уже получается от укороченных рядов на втором ряду стала плести укороченные другие ряды. Вот такие вот ушки вы видите, вот они. Сплела вот эти ушки. Здесь сплела, и потом я просто плела веревочкой. Вот так вот у меня 4 ряда где-то получилось, здесь 4, здесь тоже 4. Вот, и вот так вот я плела, формируя вот эту вершинку. А здесь у меня немного плавно пошел, ну вот это вот углубление, чуть плавно, но меня это устраивает. Вот такой вариант мне очень понравился в плетении донышка. Это вообще самый упрощенный. Вот я 2 рабочие трубочки вставляю. Мне так удобнее, то есть рабочие трубочки, которыми я плела донышко, я их убрала, а эти подставила. Мне очень удобно так делать. Я сейчас поднимаю вот так вот стоечки. И сейчас буду их оплетать. Очень-очень аккуратненько и осторожненько. Плету без формы. Кто плетет вместе со мной, тоже без формы. Напишите, кстати. Я считаю, что вообще вот если вы учитесь плести без формы, это самый лучший вариант. Смотрите, сколько вы у себя проблем уберете, да, искать форму, искать из чего ее сделать. В общем, вообще, ну попробуем, по крайней мере, конечно, лучше-то плести с формой, начинающему тоже. Вот, мы в тот раз, да, говорили, что можно из чего форму сделать, там из картона, например. Пока утяжеление поставлю, для того, чтобы было удобнее плести без формы. Ну, я вот так плету с утяжелителями. Если я без формы плету, то это утяжелители у нас. Настрою сейчас вот так свет, да, получается.
Когда вы плетете без формы, старайтесь не пережимать. Как бы вот вы делаете виток, да, и бывает так, что начинаете пережимать, и у вас вот, что у меня идет, да, как бы все внутрь. Как вот вы сделали виточек, как я делаю? Я делаю виток, левой рукой придерживаю плетение, а правой делаю виток. Виток, виток, а левой придерживаю свое плетение. Таким образом нету как-то вот не косит как бы плетение. Вот. А здесь мы с вами углубление такое. Поехали дальше. Ну, тут у нас стоечки, конечно, близко расположены, но стараюсь даже с такими. Вот. Плету веревочкой в 2 трубочки. Еще раз повторюсь, что если вы хотите более ажурное что-то, то плетите, конечно, более ажурное. Это я консерватор жуткий, и мне вообще веревочка в 2 трубочки-то очень нравится. Вот. Но если вам, например, не нравится такое, вы хотите ажурное, мы с вами плели уже ажурные, например, японское плетение. Очень так мне нравится плести, но в более прямых вещах. Тем более, что я плету без формы, а без формы, конечно, такие плетения, ого-го, как сложно мне лично. Не очень пока это все получается так хорошо, как бы мне хотелось. Вот, поэтому я оставила на сегодня, вы не обижайтесь. Вот. Вообще я жуткий консерватор, я люблю веревочку в 2 трубочки. Я даже имитацию ситца плету веревочка, ситец даже имитирую веревочкой в 2 трубочки. Ну, очень мне нравится этот узор. Не торопимся, плетем. Вот прям сверху, да? Я думаю, что вам понятно. Что я делаю тут мои руки? Понятно, я думаю. Грузики придвигаю на то, что мне нужно.
Так, верчу, кручу мою форму и смотрю вообще, что и как. И я понимаю, что мне уже достаточно. Смотрите, она такая получилась у нас достаточно высокенькая. Наверное, хватит. Или ряда 2. Давайте ряда 2. Вот что у нас получается без формы, да. Наш угол, смотрите, вот наш угол. Вот он. Я бы сказала, что достаточно прямой, да, получился уголок. Ну, слушайте, ну надо же, я сегодня в ударе, можно сказать. Так. И сейчас мы будем делать загибку. Я понятия не имею, какую я буду делать загибку, но пока вот я намочила трубочки, и пока они у меня стоят, сохнут. Розгу, наверное, не буду.
Значит, делаем так. Трубочку заводим за следующую. Вот сюда. Вот я беру одну трубочку, и вот у меня следующая, я туда внутрь ее завожу. Давайте сделаем такой вариант. Я всегда люблю комбинировать загибки разные. Теперь простые загибки. Потому что, на мой взгляд, это кажется интересно. Комбинации всякие разные. В общем, мне надо было на инженера учиться. Вот, дальше здесь тоже. Смотрите, если бы мы с вами эти трубочки выводили не за следующую, а за вторую, то у нас бы получилась коса более такая, более выявлена коса. Вот здесь она такая небольшая косичка получается, но все-таки получается. Так, это еще не конец. Нам нужно вот эти, я, конечно, могу обрезать, да, но я хочу их вывести наружу и обрезать уже наружу. Давайте попробую. А если не получится, то, конечно, коротенькие. Можно их, вот смотрите как. Вот сюда, внутрь и сюда вывести. Вот. Я попробую сейчас, покажу. Значит, беру внутрь, вывожу вот сюда вот. Прямо сюда. Давайте сейчас покажу. И посмотрю вообще, что получится. Вот так вот. То есть прямо вот сюда, но вне. В принципе, тут закрыто, да, будет. И пенечков не будет видно. Ну, давайте попробуем.